Салам алейкум. Валейкум ассалам. Дарай самхорс. Агаш су Иблаго. Мышебзия. Артур, мне очень приятно, что на моем канале Осетин. К сожалению, мы не часто снимаем представителей одного из наших самых любимых братских народов, поэтому это вдвойне приятно. Я знаю, что ты преподаватель и находишься сейчас в Грозном. Да, все верно, Эсма. Я тоже рад тебя приветствовать. И точно так же и мне очень приятно общаться с представительницей нашего братского абхазского народа. Да, я преподаю в школе языков и культуры имени Дени Шейха Арсанова в городе Грозном. Вот, я занимаюсь историей исламской культуры. Вот. И, конечно, мне очень приятно ваш интерес к такой фигуре, очень важной для истории осетин мусульман, как Ахмед Саликов, а по большому счету для истории вообще Кавказа. Вот. Поэтому я с удовольствием поделюсь с вами той информацией, которую я владею о нем. Мое знакомство с Ахмедом Цаликовым произошло посредством стихотворения. Неужели это эпилог? Пусть вспомнит титанов. Что меня привлекло, когда я прочла это стихотворение, с таким воодушевлением, трепетом он их призывает, обращаясь к духу горца. И я прям это прочувствовала. И через какое-то время мне стало интересно, кто этот автор, почему вообще появилось это стихотворение, что общего у нас может быть с ним. И я связалась с нашими общими товарищами, так как по национальности он осетин, Ахмед, и я узнала, что да, они мне посоветовали обратиться к тебе, и что ты мог бы рассказать нам более подробно об этом авторе. Расскажи, пожалуйста, все, что ты знаешь. Если какие-то вопросы у меня будут, я буду тебя, конечно, прерывать, спрашивать Конечно. дополнительно.
Конечно. Ну, могу сказать, что для меня фигура Ахмеда Цаликова, она особенно близка, потому что дети его родного брата Шамиля, они жили в одном подъезде с моим дедушкой, с моей бабушкой, и учились в той школе, где мой дедушка был директором в школе глухонемых. Вот. И, соответственно, они были очень близки, дружили, так скажем, семьями, и даже похоронены так вот на мусульманском кладбище, так рядом. Вот. Поэтому для меня это, можно сказать, даже отчасти семейная история. Ну, начать, конечно, нужно со слов «Бисмиллахи рахмани рахим». Ахмед Цаликов родился 27 декабря 1882 года в селении Ноккау Алагирского района в семье Тембулата Куржебековича Цаликова, который был братом известного нашего генерала Данилбека Цаликова. Учился он в Ставропольской гимназии, там же, где учился наш народный главный поэт и писатель Костах Хитагуров. Семья была у них очень большая, то есть у него было 3 брата: Дахчуков, Султанбек, ну и, собственно, вот Шамиль, которого я упомянул. У него были также сестры Нади и Фатима. После того, как он закончил гимназию, своего рода колледж, он поступил в МГУ, на юридический факультет. Учился он на отлично, но там он познакомился с деятелями социалистического движения, то есть только появившейся партии РСДРП. Ну и, соответственно, его увлекли идеи социализма, идеи справедливости, равенства, братства, потому что он видел, что основная масса народа живет в бедности, как на Кавказе, так и в России, ну, везде. И, конечно, ему хотелось справедливости для народа, и поэтому он стал участвовать в студенческих митингах, собраниях, за что он был отчислен в 1901 году за участие вот в таком митинге. Вот. Причем был отчислен без права поступления в другие вузы. То есть, так сказать, с волчьим билетом был из МГУ. В следующем 1902 году он был арестован и осужден на полгода тюрьмы. После того, как отсидел, он был выслан административной мерой из Москвы на Кавказ без права возвращения в столицу России, ну, в центр России. Значит, летом 1904 года во Владикавказе он стал участником Терско-Дагестанского комитета РСДРП. Вот, и по большому счету со временем стал лидером социалистов на Кавказе. Вот, на Северном Кавказе имеется в виду. Ну, в этом же году он был избран на нелегальный съезд студентов в Киеве от студентов МГУ. Вот. И, наконец, в 1905 году он, по сути, возглавил, стал одним из лидеров революционных выступлений в Северной Осетии против царской власти. Тогда в Северной Осетии были очень значительные выступления, ну, собственно, как и на юге Осетии. Вот. Были такие очень серьезные восстания в конном осетинском полку, там вооруженные столкновения в Алагире, там, в Синвале. Вот. Ну, карательные экспедиции после этого. Он там еще рядом наших известных осетинских деятелей, таких как Илбаздыхо Бритаев, Черменбаев, ездил по селам, агитировал. Вот. Но после вот этих таких революционных выступлений в 1906 году он понял, что власти выгодно такой переход революционных выступлений в вооруженную какую-то стадию, и они стали подсылать туда провокаторов, использовать эти вооруженные выступления в свою пользу. И Ахмед пришел, да, власть, то есть царская администрация. А почему выгодно?
Ну, потому что эти провокаторы, которых она засылала в среду революционеров, они переходили от политической борьбы к такому чисто криминальному, анархическому, То есть погромам. уводили в И, сторону. да, уводили в сторону от тех целей, которые революционеры изначально задавали. А цели какие были? Ну, в первую очередь, это а, земля, то есть которую, допустим, царская власть передала казакам. И вот горцы, в том числе и осетины, хотели, конечно, в первую очередь эту землю вернуть. Во вторую очередь, конечно, горцы были очень недовольны тем, что родовые земли, в частности, там, где леса, были объявлены казенными, и запрещалось пользоваться этими лесами. Вот. Потом горцы были недовольны тем, что им назначают какое-то начальство, вместо того, чтобы они их избирали на своих народных собраниях, как это было испокон века. Ну и много-много другого. Ну, в частности, именно в Осетии было еще недовольство религиозной политикой. То есть, Потому что, конечно, ну, то есть осетины были недовольны тем, что, ну, так, принудительно, административным путем насаждалось христианство. То есть за отступничество, допустим, от христианства, за переход в ислам, людей очень сурово наказывали, допустим, ссылали в Сибирь, на рудники, на остров Чечень, это в Каспийском море, где они там очень быстро умирали. Даже осетины-христиане, которые, даже они порой были очень сильно недовольны тем, что власть вмешивалась в дела религии и буквально насильно заставляла людей ходить в церковь и крестить детей, допустим, там, хоронить людей по православному обряду. И за неисполнение вот этого полагались наказания, вплоть до ареста или штрафов. Вот. И, конечно, вот это все, оно напрягало людей. Вот. То есть все вкупе. И поэтому произошли вот эти революционные выступления. Но, как я уже сказал, Ахмед и другие его товарищи, они по ходу восстания поняли, что власть решила вот использовать перевод вот этой энергии революционной на такое погромщическое, криминальное какое-то направление. И поэтому в 1906 году он решил отказаться от участия в революционной борьбе. Он переезжает в Москву, где он решил продолжить свое обучение. Кстати, он чудом уклонился от тюрьмы, ну, наверное, в том числе благодаря своим родственникам, которые у него были уже значительное такое количество офицерами царской армии. Я так предполагаю, что именно они ему помогли уклониться от ареста за участие вот в этой революции 1905 года, потому что его фамилия и имя, соответственно, прям фигурировали в полицейских протоколах, есть отчеты, что вот он поехал туда, он вел пропаганду там, ну, в частности, там в селении Санибау упоминается, где он там пропаганду антиправительственную вел, ну и так далее. И вот он решил продолжить обучение, он причем он получил разрешение Министерства народного просвещения, сдал государственный экзамен и в марте 1907 года получил диплом юриста. То есть он закончил все-таки этот юридический факультет МГУ, который 5 лет назад его отчисляли. Вот. И в 1907 году начинается его новый этап жизни. Он так погрузился в политику, но уже теперь с новым подходом. Значит, в Швеции еще в 1906 году происходит известная Таммерфорская конференция РСДРП, где возникает противоречие между социалистами двух, так скажем, направлений, меньшевиками и большевиками. То есть большевики хотели продолжать вот такое вооруженное какое-то восстание против царской власти и вести такую нелегальную борьбу. А Ахмед Саликов поддержал тех деятелей, которые высказались за прекращение этой нелегальной борьбы
за создание внефракционной такой общедемократической партии на основе съезда разных политических сил, которые выступают за права рабочих, права крестьян. То есть не только большевиков, там меньшевиков, там и эсеров, и пусть хоть даже там кадетов. Были тогда еще такие трудовики в Государственной Думе, такая фракция. Он, кстати, был, начиная с 1906-1907 годов, он был помощником депутата, там татарина, по-моему, из Хакова, в Государственной Думе. Там была такая мусульманская фракция. В 1907 году происходит 5-й лондонский съезд РСДРП. И вот там, по результатам этого съезда, Ленин обрушился на вот этих сторонников более мирного, такого общедемократического движения, то есть на меньшевиков, в такой статье, как «Сердитая растерянность». Там Ленин очень многократно упоминает Ахмеда, в числе таких деятелей РСДРП, как Аксельрод, Эль и Ларин. Вот тут такая цитата. Аксельрод не смог удержать Ларина, Ларин не смог удержать Эля, Ахмеда и их компанию, а это последнее не может удержать анархосиндикалистов. Это такая вот цитата из трудов Владимира Ильича. Вот. То есть он там говорит о том, что сначала появился вот этот Аксельрод, который просто выступил за смягчение политики социалистов. Потом появился Ахмед и Ларин, которые стали говорить о том, что вообще надо такое общедемократическое движение. И после них от них уже пошли дальше анархосиндикалисты, которые говорили, что вообще никакой организации не нужно, пусть каждый двигается, как говорится, своим путем. На твой взгляд, Артур, вот почему Ахмед так верил в целесообразность смены власти демократической, которая бы урегулировала неравенство между людьми в то время, когда, вот просто, к примеру, скажу, некоторые представители горцев понимали, что все равно это приведет к какой-то обреченности, что равенства не будет, допустим, за день до своей смерти. Один абхаз, будучи в глубоком возрасте, скажем так, предупреждал, написал письмо, что это невозможно, и это породит новые проблемы между горцами, все равно произойдет неравенство, и вплоть до того, что брат начнет завидовать брату, начнутся доносы. Да, я понимаю, я понял твой вопрос, Эсма. Тут еще, конечно, зависит, в какое время написал вот эти слова этот абхаз, потому что, я так думаю, это уже ближе к советской власти было. Да, это был 18, может. Да. А вот то, о чем я говорил, участие Ахмеда в этих внутрисоциалистических делах, это всего лишь 1907 год. То есть это тогда было только начало, и тогда социалисты еще не показали свое лицо. Они были более либерально, более демократически настроены. Но на самом деле уже тогда Ахмед тоже постепенно стал разочаровываться в этой партии РСДРП, и он стал больше сотрудничать с мусульманской фракцией в Государственной Думе, которая, в свою очередь, была ветвью партии Итифак аль-Муслимин, то есть мусульманской партии, которая в основном состояла из татар. Более того, он выдвинул в эти годы, то есть там 1908-1914, в эти годы, в этот промежуток, он выдвинул такой тезис, что марксизм, как порождение социально-экономических условий в государствах Западной Европы, не применим к мусульманскому миру. То есть имелось в виду главный тезис марксизма о классовой борьбе, о том, что есть бедняки, есть буржуи, и между ними должна идти классовая борьба. Это Ахмед отрицал. Он говорил, что в мусульманском мире, на Кавказе, отчасти вообще даже в России,
вот этот тезис о классовой борьбе, он повредит подъему широкой массы в борьбе за справедливость, в борьбе за освобождение нации. Вот. То есть здесь не должно быть какой-то классовой борьбы, наоборот, должно быть сотрудничество всех классов во имя одной общей национальной идеи. Это, Вот. знаешь, подходит именно сюда цитата: «Революцию замышляют романтики, осуществляют фанатики, а пользуются ее плодами мерзавцы». Да, вот именно об этом он говорил, что он, кстати, самого Маркса, да, Карла, он ценил как такого мыслителя очень глубокого, который очень серьезной системой, он капитализм, его какие-то отрицательные положения, то, что он поставил во главу как бы своей системы, я имею в виду капитализм, поклонение культу материального достатка, да, то есть это с духовной точки зрения, с точки зрения ислама в том числе, это неприемлемо, что во главе капитализм ставит культ денег, культ капитала, материала. Это неприемлемо. И поэтому он как бы считал Ахмед Маркса как вдохновителя людей на борьбу. Вот. Но в то же время он подчеркивал, что действительно это сугубо европейское как бы дело. И здесь он говорил, что среди мусульман, среди горцев это утопия. Это как бы только романтики могут верить в то, что мы здесь построим власть пролетариата. Он говорит, что это на самом деле приведет к диктатуре. Как раз о том, о чем ты говорила, приводила слова этого пожилого абхаза. На самом деле Ахмед, он тоже пришел к такому выводу еще до революции. Он говорил, что это приведет к смене одной диктатуры, то есть царской, другой диктатуры. Вот. Он, кстати, занимался еще очень серьезно публицистикой, публиковал очень много статей по этнографии, по, допустим, межнациональным отношениям между казаками и горцами, допустим. Много писал вообще о быте, о трудностях жизни кавказских народов. Вот, в частности, вот у него есть произведение «Ингушка Леля», вот, где он описывает, как трудно тогда было элементарно даже молодым людям, как сказать, построить отношения, жениться, там, выйти замуж, потому что тогда же надо было платить калым, вот, а калым это было очень дорого, ну, условно говоря, там 100 голов скота, да, да, это и сейчас, в принципе, 100 голов скота, крупного скота, это немалая будет сумма, а в те времена люди жили беднее, вот, но в то же время они придерживались этих обычаев, и поэтому многие молодые люди, ну, то есть парни, для того, чтобы жениться, не имея возможности законным образом заработать эти деньги, они шли на разбой, на кражу. Вот. Но он как бы, конечно, это не оправдывал, но он говорил, что многие молодые кавказцы становятся жертвой своего темперамента. И Вот. В сегодня частности, тоже. так он говорил. И сегодня тоже, конечно, потому что мы не пережили такого, несмотря на то, что была советская власть, но ментальность наша все-таки сохранилась во многом, и темперамент. Вот. Хотя, конечно, произошли очень такие серьезные изменения в культуре и в быту, но все-таки ментальность, она во многом сохранилась. Вот. И он говорил о том, что, в частности, абреки, которые были на Кавказе, которые мстили властям, там, нападали на войска, он говорил, что это не звери, это не то, что как там пишут в Москве о них, что это какие-то хищники кровожадные, которые вот любят убивать. Вот, как одно время был такой стереотип о людях кавказской национальности. В России часто такая тема была. Вот, он говорит, что эти люди, они как бы вынуждены, их судьба у них такая сложилась, где-то их какой-то чиновник оскорбил, где-то не дали жениться на той девушке, на которой парень хотел жениться. Вот, где-то там кровное оскорбление просто нанесли. И вот из-за этого люди уходили в абреки и мстили своим обидчикам, Артур, будь то власть или будь...
Ты смотрел фильм «Расстанемся, пока хорошие»? Нет, а кто автор? Его снял советский режиссер Владимир Мотыль. Я с удовольствием посмотрю. Ты знаешь, ты вот, будучи там осетином или другой национальности, будешь видеть себя. Там рассказывается об Абхазии, но каждый горец будет видеть ту проблему, которая была в тот период. И там очень четко прослеживается эта линия, почему он стал абреком. Закон, что мы презирали, оказался сильнее. Сильнее людей. 10 тысяч отвалит, так? Да разве мы хотели тебя предавать? Вчера утром я убил бы всякого, кто посмел бы сказать «обмани Баграта». Только Бог рассудил иначе. Оставь Бога в покое, Кадыр. Подлость не падает с неба. Всегда кто-то находится. Что-то толкает. Сделай так, тебе будет хорошо. Не сделаешь, будет плохо. Только одни говорят, лучше смерть, чем такое. А другие, что поделаешь? Шкура дороже. С удовольствием посмотрю. В свою очередь могу тебе тоже порекомендовать несколько фильмов, раз такая тема пошла. Вот, допустим, еще не мой фильм, один из самых первых, 1926 года, по-моему, называется «Абрек Зау». То есть он не мой, там нету как бы озвучки, ну там субтитры. Вот. Но очень интересный фильм, он рассказывает о абреке Заури Амбала. Такой был известный абрек начала 20 века. Вот, его судьбу, как он отправился служить в часть войсковую там, в районе Пятигорска. Там же опять так же с офицером у него произошел конфликт, его оскорбили, затронули честь горца. И он, конечно же, после этого убил его и после этого стал мстить. То есть у него стал такой конфликт с властью. Вот. И он такой был очень такой неуловимый, очень проворный. Он там умудрялся залезть в дворец губернатора. Там, ну, такой он был очень лихой абрек. И потом, когда вот большевики уже стало переходить власть к ним, этот абрек, будучи таким проницательным, видимо, человеком, он почувствовал, что новая власть еще хуже. И поэтому он принял решение уйти в Польшу. Вот. Ну, потом еще есть фильм, но это уже нашего времени, называется «Хохаг», то есть «Горец», по-русски «Горец». Это 92 года, снял его выходец с Южной Осетии, Тойты Мурат. Очень хороший фильм, буквально один из самых лучших фильмов осетинских. Вот. Он тоже говорит там о простом горце, который там, в начале 19 века отправился в Моздок, ну, там, на русскую линию, чтобы хлеб получить. Ну, выменять там продукты горские на вот хлеб. И по пути вот там, как он там с чеченцами пересекся, вот как у них там поединок. Ну, в общем, интересный фильм. Гони быстрей. Брат убитого будет ждать меня у входа в ущелье. Я должен прибыть туда еще живым и сразиться с ним. Иначе ты ведь тоже моя кровь. Жалко того чеченца. Почему люди убивают друг друга? Не забивай себе голову ненужными вопросами. Наши предки так жили, и тебе так жить. Это законы гор. Когда вырасту, буду абреком, как тот чеченец и бега, или как ты. Твой отец пахал землю. Почему ты не хочешь быть похожим на него? Все просто. Будь мужчиной, а там пастух ты или князь, неважно.
В общем, я посмотрю Хорошо. Я фильм. посмотрю те, что ты мне рекомендовал. Надеюсь, Ну кто да, не смотрел, и зрители, если им будет интересно, посмотрят. да, да, конечно. Вот, ну, значит, Эсма, возвращаясь к нашей теме, Ты остановился а, на Лондоне. Они были в Лондоне. да, да, вот на вот этой конференции, нет, там сам Ахмед, наверное, не присутствовал, скорее всего, но после этой конференции в Лондоне он, вот как я уже сказал, перешел на собственное направление, назовем его так, мусульманский социализм. Он выдвинул такой тезис о том, что как бы самой исламской религии свойственно стремление к уравнительству, к тому, чтобы люди, то есть не эксплуатировали друг друга, чтобы не было, чтобы один мусульманин не был рабом другого мусульманина, что все мусульмане друг другу братья. И, соответственно, он говорил о том, что мы должны строить социализм, исходя из нашей религии, то есть справедливый порядок он подразумевал под словом социализм, а не исходя из учения Маркса. Вот. Ну, могу сказать, что помимо Ахмеда, подобные идеи мусульманского социализма выдвигали и в Египте, допустим, Мухаммед Абдо был такой известный ученый, потом в Афганистане Джамал Афгани, в Индонезии был такой Умар Саид Чокроаминто, в Курдистане Мулла Мустафа Барзани. Ну, в общем, были такие деятели, ну, в частности, среди татар тоже, которые понимали, что ислам – это не только система ритуалов и обрядов, что это еще система, которая призывает к наведению справедливости и в экономике, и в социальной сфере. Вот. То есть, чтобы не было, как я уже сказал, повторюсь, эксплуатации одного человека другим. Вот. В плане как методология, то есть как это осуществить, вот здесь уже, конечно, было много разных версий. Но вот возвращаясь к тому, чем еще Ахмед Цаликов занимался до революции, да, а помимо того, что он участвовал в деятельности мусульманской фракции, Цаликов в 1909 году, вот возвращаясь к нашей теме об абреках, опубликовал письмо абрека Зелимхана, чеченского абрека, где он объяснял, как бы комментируя это письмо, доводя его до депутатов, что действительно этот абрек тоже жертва обстоятельств, и он вынужден защищать свои интересы вот такими экстремальными способами. Хотя, как он сам в своем письме писал, этот Зелимхан, что он не собирался становиться абреком. Он хотел просто мирно, спокойно жить тихой семейной сельской жизнью. Вот. Но из-за того, что ему тоже опять так же нанесли оскорбления, притесняли его, там, посадили его отца в частности, ну и так далее. Вот он стал на этот путь. Ахмед пробовал себя и... Ты мог бы и интерпретировать, что значит опубликовать? Оно впервые в свет, да, предстало, Да, получается? да, да. Впервые предстает в свет письмо Абрека, то есть человека, который идет против власти системы, одного из Да. самых знаменитых Абреков Кавказа. Да, это на самом деле интересный момент, его связь с Абреком Зелимханом. Дело в том, что как раз в этом году, в 1909 году, в конце этого года, вот, Абрек Зелимхан скрывался в Осетии. Скрывался, как Захо Гатуев, наш писатель известный, который написал, собственно, книгу первую об Абреке Зелимхане. Он говорит, что он скрывался в районе Алагира, но в районе Алагира как раз находится селение Ноккау, то селение родное Ахмеда Цаликова. И насколько я знаю от самих Цаликовых, ну, вернее, как бы от жителей Ноккау и от Цаликовых, что Абрек Зелимхан скрывался как раз у них. Вот. Поэтому он не только опубликовал письмо, но они еще и укрывали этого Абрека у себя. Ну, конечно, это делалось все в обстановке такой полной конспирации.
вот, что даже об этом мало кто знает до сих пор. Что Но у власти не вроде такой. возникли вопросы? Откуда у тебя письмо? Там это письмо попало как бы по официальной версии в руки Ахмеда через третьи лица. Там в Чечне Абреку Зелимхану покровительствовали несколько суфийских шейхов. Вот, поэтому они, кстати, потом были высланы, там десяток, даже, по-моему, несколько десятков чеченских шейхов. В 2011 году они были высланы в Калугу. Поэтому это письмо было передано Ахмеду Цаликову через МУД чеченский. Вот. То есть, как бы по официальной версии он с ним, естественно, не виделся, а через какого-то посредника получил это письмо. Ну, вот такая была создана как бы легенда, что ли. И Вот. прежде Но чем дело в том, не даю тебе приступить дальше к ничего. рассказу, какие взаимоотношения у него были с горцами? Они доверяли ему или держались в стороне? Поддерживали ли его? Кто был рядом с ним? Представители каких народов? Я понял твой вопрос. Ну, я вот просто как раз хотел уже к этому перейти. Вот я просто хотел еще упомянуть такой факт, что Ахмед был разносторонне развит, и вот у него еще была такая, помимо публицистики, помимо политических дел, вот он еще попробовал себя в драматургии даже. То есть он написал даже пьесу «Хаджи Мурат» по произведению Льва Толстого. Опять также, конечно, посвященную горцам Кавказу. Поставил ее в 1910 году. После этого уже можно, естественно, перейти к непосредственно революционным делам. То есть, когда произошла уже вот февральская революция, когда было создано временное правительство в России, Ахмед возглавил Милли Шуро, было такое, то есть объединение мусульман Российской империи. Туда входили и горцы, и азербайджанцы, и со Средней Азии, и татары. И вот главные лидеры мусульман всей Российской империи вот поставили его председателем вот этого мусульманского комитета. Когда произошло такое известное выступление Корнилова, который попытался свергнуть временное правительство, он повел дикую дивизию на Петроград. И вот тут временное правительство поручило Ахмеду Цаликову, потом там был еще кабардинец Намитоков и еще несколько деятелей горцев, вот встретить эту дикую дивизию знаменитую и попробовать отговорить ее от участия в этом мятеже. Ну, собственно, что Ахмед и его помощники сделал. Он поехал, встретил их по пути, там где-то в районе Псковской области, по-моему. Встретил и довел до горцев, что это абсолютно не в интересах кавказцев сейчас бунтовать и свергать законную власть, потому что и так только недавно царя свергли, сейчас еще это правительство свергнуть, будет полный хаос. Давайте остановимся сейчас на этих позициях. И он предложил кавказцам вернуться домой. То есть он предложил эту дикую дивизию вернуть домой. Что, конечно, кавказцы были очень рады, потому что все устали от войны. Она очень истощила, то есть погибло уже много людей. И, конечно же, все хотели вернуться. А там, на Кавказе, уже тоже разворачивались такие события, что между, опять же, казаками и горцами возникали такие очень серьезные трения. Вот. Ну, Цаликов-то еще пока оставался в России, но когда большевики уже провернули свой так называемый, ну, как мы ее называем, Октябрьскую революцию, на самом деле это переворот был, вот они попытались использовать Ахмеда в своих интересах. И вот они обратились к нему с такой инициативой, что давай мы создадим мусульманский комиссариат, то есть управление по делам мусульман, который ты возглавишь. И ты обеспечишь нам поддержку мусульманских народов в борьбе с белыми. То есть вот такую идею ему выдвинул Ленин и Сталин. Вот. Но Ахмед прекрасно понимал, что они хотят просто его использовать и поставить его и других мусульман на как бы службу своим интересам. Но
Он был, как говорится, человек очень мудрый, и он решил использовать все-таки эту ситуацию, чтобы какую-то пользу из нее извлечь. Он, естественно, не согласился с созданием вот какого-то комиссариата мусульманского, мотивировав это тем, что наш комитет, ну, мусульманский, не хочет какого-то дублирования и создания новой структуры. У нас уже есть Милли Шуро, как бы новой структуры не требуется. Но он сказал, как бы вознаменование хороших отношений с советской властью, мы требуем немедленно вернуть нам, так сказать, рукопись Корана, так называемую османовскую рукопись, то есть фактически самую первую рукопись Корана, которая хранилась очень долго в Бухаре. Вот. Но большевики как-то ей завладели, и по слухам они хотели ее продать за рубеж, то есть куда-то в Англию там, и так далее. А это такой, ну, очень важный реликтовый, ну как это по сути святыня ислама. Да, это святыня ислама. А они точно так же, как там какую-то рукопись Библии, которую они все-таки, Библию они все-таки продали назад. А вот Коран все-таки Ахмед договорился с ними, и Сталин и Ленин дали добро, и этот Коран был возвращен мусульманам. Вот. То есть это такое достижение. Это правда достижение, это поступок. Возвращаясь к твоему вопросу, ты же сказала, какие люди были рядом с ним. Тут, конечно, мы должны уже перейти к такой организации, как Союз горцев. То есть эта организация возникла в мае 1917 года, после февральской революции. И она была отражением того, что горцы действительно приветствовали свержение царя. Они были очень обнадежены, они были очень рады, они с таким искренним благодарствием обращались к Временному демократическому правительству России. Значит, пока Ахмед в Москве доносил до новой демократической власти, потом и до большевиков, идею о том, что мусульманским народам России должна быть предоставлена автономия, и что только предоставив автономию малым народам, русский народ, Россия может быть действительно великой и сильной. Только учитывая интересы других народов и защищая интересы этих народов, действительно у России будут настоящие союзники, и она будет сильная и великая страна. Вот пока Ахмед доносил эти идеи, находясь в Москве, здесь, на Кавказе, в мае 1917 года, лучшие сыны Кавказа, Чечни, Дагестана, Ингушетии, Осетии, Кабарды, Балкарии образовали союз, Объединенный союз горцев Кавказа. Вот. Первая конференция произошла, съезд, так сказать, в Владикавказе, где представители горских народов искренне приветствовали февральскую революцию и созданную ей демократическое, оно действительно было демократическое правительство, и они выражали свою преданность идеалам демократии и благодарили это правительство за то, что оно предоставило уже возможность горцам собираться и как бы опираться на свои обычаи и создавать вот такое объединение, пусть еще не государственное объединение, а такое как организацию. Ну вот, в частности, такие лидеры были от Осетии в Союзе горцев Кавказа. Конечно, представителем был Йылбиздыко Бритаев в первую очередь, но и такие деятели, как Асламырза Датиев и Алихан Кантемиров, вот, которые издавали, по сути, первую газету вместе с кабардинцем Хаджитлаши, издавали газету «В мире мусульманств». Или она же как «Мусульманин», еще известный журнал, издавали в Петрограде. Там сотрудничал с ними и кумык Гайдар Баммат, и чеченец Ахмед Мутушев. А Чечню представлял в первую очередь Топа Чермоев. Топа Чермоев известный нефтепромышленник, то есть бизнесмен крупный, так сказать, по нашим
меркам. Вот. Шейх Дени Арсанов, шейх, имени которого вот школа, в которой я сейчас работаю, он представлял Чечню. От Кабарды был Пшимахо Коцев, который в дальнейшем возглавлял эту Горскую республику. Он сначала был премьер-министром, был он и министром внутренних дел, а в итоге он стал президентом, так сказать, этой Горской республики. От кумыков был Рашид хан Капланов, дагестанцев там целая группа была, там очень много было. Вот. Что касается вот теперь связи с Абхазией. Вот такой молодой чеченец был тогда, Асламбек Шарипов. И, значит, горцы узнали, что в Абхазии, то есть народ тоже хочет присоединиться к этой организации Союза горцев, потому что по своей культуре, естественно, абхазы тяготели к Северному Кавказу, хотя территориально они находятся, Абхазия, в Закавказье, да? Точно так же, как и часть Осетии и Южной Осетии. Вот. И тогда Асламбек Шарипов был направлен туда. Но в Абхазии были люди, насколько я понимаю, из Гальского района, то есть Самурзакан, которая называется, которые, ну так сказать, сомневались по этому поводу. И исходя из родственных связей, наверное, с мигрелами, как-то боялись, что какое-то разделение произойдет именно с мигрелами. Не с остальными грузинами, а именно вот с мигрелами какая-то вот чувствовалась, ну, тоже родство, видимо. И поэтому были вот такие сомнения. И вот Асламбек Шарипов, когда прибыл, его очень так по-братски, радушно приняли в Абхазском национальном совете. И он агитировал абхазов за то, чтобы они вспомнили те общие горские идеалы, потому что много абхазов действительно тоже участвовало в восстании во времена Кавказской войны. И многие абхазы были вынуждены покинуть родину вместе с многими тысячами адыгов, абазинов, чеченцев и так далее. И вот он как бы взывал к этой общей горской памяти и напоминал, что вы такие же горцы, как и мы, между нами, по сути, нет никакой разницы, ну, кроме там языковых отличий. По большому счету, горцы, они были, ну, в то время, вот эти деятели, они воспринимали горцев как некий единый народ, культурно, ментально. То есть просто разделенный на племена, на такие языковые как бы отличия, но по сути в культуре это представлялось от Каспия до Черного моря некое такое единство духовное. И когда Шарипов вот это стал пропагандировать, абхазы его поддержали, и они тоже решили вступить в этот союз. И более того, участие Абхазии в союзе горцев, оно, так скажем, внесло такой определенный водораздел в отношениях между Горской республикой и Грузией. Потому что Грузия, как ты, наверное, знаешь, активно претендовала и на юг Осетии, ну как она и до сих пор, собственно, претендует, и на Абхазию. Вот, хотя за Абхазию, конечно, там она немножко по-другому говорила, Грузия, что, мол, мы признаем, что как бы Абхазия может иметь свою республику, свою автономию, но, мол, они как бы старались так списать, что вот сейчас у нее нет на то возможности, что она, мол, такая бедная, слабая, и мы вот ее возьмем под братскую опеку пока что. Так вот, после того, как абхазы тоже решили вступить в этот союз, спустя, вот, когда уже, собственно, большевики захватили власть, было решено создавать уже не просто союз, а уже действительно отдельную Горскую республику. Вот. Но возникла очень большая проблема, так как на Кавказе начались межнациональные столкновения, ну, на Северном Кавказе, вот между войнахами и горцами в первую очередь, то казаки, они тоже признали советскую власть, вернее, они первые ее признали. Горцы еще пока как бы сомневались. И самое трагическое, что внутри одного народа, малого народа осетинского, вот эти разные силы, разнонаправленные, попытались разорвать единый осетинский народ и стравить его по религиозному принципу. Потому что, как ты знаешь,
осетины вместе с абхазами — это единственные два народа, где не две даже религии распространены, а можно сказать, что три. Вот. Это народные верования, которые, как мы с тобой правильно заметили, даже больше, чем вера. Это как бы такая основа традиционной культуры. Потом это, естественно, христианство и, естественно, ислам. Вот. И вот, воспользовавшись таким сложным внутренним раскладом, казаки попытались использовать осетин-христиан как своих союзников. А ингуши и там, допустим, попытались перетянуть на свою сторону осетин-мусульман. И, соответственно, как бы внутри одного народа возникло как бы так, что они по разные стороны баррикад как будто получается. Вот. Но вот Ахмед Саликов, когда приехал в селение Зильги, в мусульманском селении, собрался съезд осетин-мусульман, и он там выступал в своем романе «Брат на брата». Он себя назвал Магомедом, хотя он был Ахмед, но в своем романе он себя, своего героя, как бы такого второстепенного, причем, обозначил как Магомед, доктор Магомед, потому что он был как доктор юридических наук, назовем это так. Вот. И вот он объяснил своим осетинам-мусульманам, что нам нет никакого смысла воевать с осетинами-христианами, у нас общий противник. То есть эти казаки, они пытаются внести раздор, точно так же, как и мусульманские муллы, некоторые фанатики, тоже пытаются внести раздор. А мы должны как бы широким фронтом объединиться и добиться того, чтобы горцам, которые в горах живут, у которых нет земли, чтобы казаки им уступили эти земли, и горцы могли переселиться на равнину. И вот с таким подходом осетины-мусульмане делегировали его на съезд, который в это же время, в апреле 1918 года, происходил в Христиановском, такое село, ныне Дегора называется, там собрались осетины-христиане. И вот, значит, Ахмед туда приехал, и приняли его не очень-то дружелюбно, потому что уже была посеяна такая некая вражда. Но при этом своим выступлением он затронул такую группировку, там появилась в Осетии, Кермен называется. Это такие социалисты, в общем, тоже были, которые были союзниками большевиков. Вот. И Ахмед их укорял, что о какой классовой борьбе вы говорите у нас в Осетии? Хватит 2-3 полков, чтобы нас полностью истребить. Мы малый народ. Не переносите, говорит, сюда ту гражданскую войну, которую русские ведут между собой. Он говорит, что белые и красные — это как два брата. А он говорит, в России могут погибнуть 10 миллионов. Это, конечно, трагедия, но при этом там останется еще 90 миллионов. А у нас, если 1000 погибнет, мы уже истекаем кровью, потому что мы очень малочисленный народ. Для нас каждый человек, каждая семья на счету. Вот. Мы не можем себе позволить друг друга убивать из-за каких-то политических или религиозных предпочтений. То есть он призывал к здравому смыслу, к рассудку. Вот. И поэтому, обращаясь к христианской части осетин, он говорил, что вы должны учитывать наши, то есть мусульман, как бы естественные интересы. Точно так же, как и мы будем учитывать ваши интересы. Давайте договоримся о том, чтобы в Национальном совете 1/3 мест была отведена мусульманам, соответственно, количеству, 2/3 христианам. Вот. И определились с общей целью, чтобы все-таки тем осетинам, которые живут в горах, добиться от казаков, чтобы была уступлена земля. Вот на этой программе ему удалось все-таки примирить две части осетинского народа. Вот. И те провокаторы, которые были и с одной, и с другой стороны, получили жесткий отпор. То есть они были как бы разоблачены. Вот. Хотя были стычки, допустим, между селами. Там у нас такое деление есть в Северной Осетии, что, допустим,
одно село считается мусульманским, допустим, там Заманкул, а одно село считается христианским, допустим, Даркох. И вот между ними были вот такие как бы стычки. Но до чего-то серьезного, слава Всевышнему, не дошло. И вот благодаря в том числе и Ахмеду, хотя его там керменисты, христиане, вот эти социалисты, они обвиняли его в том, что, ну вот, как сказать, соратники большевиков, что он агент Турции, что ты вот туркофил, они ему говорили, ты туркофил, ты проповедуешь панисламизм. А он тогда сказал, что нет, говорит, я не проповедую, говорит, власть муллов, шейхов и султанов. Он говорит, я проповедую, говорит, интересы массы простых мусульман, интересы мусульманской бедноты, которые до сих пор еще, говорит, мир не слышал голоса этих людей. То есть мы слышим только мусульманскую знать, князей, ханов, муллов, султанов. А простые мусульманские бедняки, они задавлены. И он говорит, я от имени этих людей говорю. Нам, вот от имени этих людей я говорю, что нам нету никакого смысла враждовать с христианами. Потому что у простых христиан и у простых мусульман общие враги. Вот. То есть вот там вот такая была полемика. Вот. Ну и потом, что произошло? Казаки, не дождавшись помощи кабардинцев и осетин на Моздокском съезде, который происходил в январе 1918 года, попытались призвать на помощь большевиков. Вот. Они признали советскую власть. На территории Терской области была организована Терская Народная Республика. А деятели Горской Республики, они вынуждены были покинуть Осетию, Чечню, Кабарду и переместиться в Дагестан. То есть произошел вот такой раскол. И значит, но тут теперь происходил такой момент, что горцы представляли собой более многочисленное население. И большевики все-таки, чтобы привлечь горцев на свою сторону, пообещали горцам исполнить их главное желание, наделить их землей. Вот. И более того, Ленин, Сталин, все они заверяли горцев, что ваша религия, ваши обычаи, ваши традиции будут в полной неприкосновенности, что мы вам гарантируем полную свободу. Ну, в общем, как говорится, залили уши пропагандой, ну, такими благостными, красивыми, действительно очень хорошими обещаниями по полной программе. Ну и, к сожалению, естественно, в основном горцы поверили большевикам, потому что горцы в то время были достаточно как бы неопытными в плане политическом и действительно поверили. Вот. И действительно на первом этапе большевики исполняли свои обещания. То есть были созданы шариатские суды, которых добивались, допустим, мусульмане Кабарды, Чечни, Ингушетии. Земля постепенно стала уступаться казаками, в частности в войнах. В войнах стали переселяться в некоторые станицы. Казаки должны были со временем переселиться в Ставропольскую губернию. Вот. Но из-за вот этой неразберихи часть горцев, особенно вот Дагестана и приграничных районов Чечни, все-таки, несмотря на вот эти подарки большевиков, они все равно не хотели вступать в союз с большевиками, потому что шейхи, которые ими руководили, ну в частности там Узун Хаджи, они говорили, что эти безбожники, мы не можем с ними быть в союзе. Вот. И они ждали прихода турков. Тогда же еще продолжалась Первая мировая война. И турки уже через Азербайджан уже подходили к границам Дагестана. Вот. И тогда получалось так, что было в одном регионе одна власть. В Чечне, допустим, чеченцы разделились. Один совет признавал советскую власть, Гойтинский, а Тагинский совет подчинялся вот этой Горскому союзу.
Вот, то есть такая была очень сильная чехарда и непонятица. В Кабарде тоже было двоевластие. Была так называемая вольная Кабарда, которую князь Заурбек Даутоков возглавлял, которая была сторонником независимой Кабарды, так сказать, который тоже не хотел соединяться с большевиками. А были там, допустим, Назир Катханов и Витал Калмыков, которые входили вот в союз с большевиками. Точно так же и в Осетии. И вот когда вот такое было двоевластие, грузины Закавказья этим воспользовались. И они, когда в августе 1918 года, когда на Тереке, в Терской области, началась война между казаками и горцами, то есть казаки поняли, что большевики им не помогут, что они их не защитят от горцев, и тогда большевики во главе с Бичараховым, кстати, он тоже был осетин, они объявили войну большевикам и горцам тоже, потому что горцы на тот момент поддерживали, те горцы, которые поддерживали большевиков, им тоже объявили войну. И вот за Владикавказ и за Грозный развернулись бои. В Владикавказе это происходило в течение августа, так и называются у нас августовские события. А бои за Грозный называются 100-дневные бои. То есть это больше, чем 3 месяца продолжалось. То есть это продолжалось август, сентябрь, октябрь, то есть до начала ноября. Вот. И вот Грузия, воспользовавшись вот этим нападением казаков, которые сконцентрировались и вот так напали на вот эту Терскую Народную Республику, так сказать, союз большевиков и горцев, грузины оккупировали Абхазию, разогнали местный национальный совет. Это вот в течение как раз августа-октября. Понимаешь, вот как интересно, что это произошло абсолютно параллельно. То есть на Северном Кавказе казаки атакуют Владикавказ и Грозный, осаждают их очень долго, идут очень сильно кровопролитные бои. А грузины, до этого они этого не делали, но только как они увидели, что Северный Кавказ погрузился в смуту, и именно в этот момент они захватывают Абхазию. Потому что, как я уже сказал, в Абхазии тоже были противоречия. Ведь в Абхазии тоже были большевики. В частности, вот, допустим, Эшба, Лакоба, Инал-Ипа, вот такие известные большевики. И они тоже были противниками Горской республики. Соответственно, сторонники Горской республики среди абхазов были вот известные Ашхасава, Маргания, Алания, Чачба, Аджамов, и там ряд других. И когда грузины захватили Абхазию, они арестовали этих деятелей, сторонников союза горцев, и посадили их в Митехский замок, то есть там в Тбилиси. Вот. И опять же интересно, что вплоть до ноября 2018 года происходили бои с казаками, и только-только они завершились, был создан 5-й съезд народов Терека, так называемый, в ноябре 1918 года, где очень интересное столкновение произошло между Цаликовым, с одной стороны, и Орджоникидзе. Почему? Объясняю. Цаликов инициировал создание так называемого бюро горских фракций. То есть он сказал, что мы горцы, мы не можем жить по коммунистическим каким-то там порядкам. Он сказал, что у нас не может быть классовой борьбы, у нас общество более монолитно. Не применяйте к нам те законы, которые там у вас в России или в Западной Европе. Мы будем строить Горскую республику, исходя из горских обычаев. А Орджоникидзе и там Мамулян, там всякие там другие большевики, они, Махарадзе там был, Буачидзе, Буачидзе, вернее, его уже убили. В общем, они, Гигичкори вот там был такой. То есть интересно, что на Северном Кавказе, то есть в частности в Северной Осетии, лидерами большевиков были в основном только грузины. Как я уже сказал, это Махарадзе, Буачидзе был до этого, Орджоникидзе, собственно, сам.
потом Гигич-Кори, ну и так далее, и так далее. Ну, потому что то правительство, которое было тогда в Грузии, меньшевики, Жордании, они были настроены против большевиков и выгнали своих большевиков, и они вот из Тбилиси как бы переехали во Владикавказ все в основном. Ну, там еще и Сергей Киров тоже был в то время, тоже периодически на Кавказе. Так вот, и вот на вот этом съезде произошел такой раскол. И горцы в основном поддержали Ахмеда Цаликова. После этого не прошло и 2 месяцев, то есть прошел вот ноябрь, декабрь, и в январе 1919 года только разобрались с бичераховцами, и тут уже новая орда идет с севера, деникинцы, то есть вот белая армия Деникин. А в это время, вот особенно в ноябре 18 года, в Дагестане, собственно, воссоздается заново та Горская республика, которая была изначально, и во главе нее становится Пшемахо Коцев. И вот в ноябре 18 года получилось так, что многие горцы уже устали от большевиков и надеялись на турков. Вот. Они надеялись, что придут турки, и как бы вот под их властью мы хорошо заживем. Но так как Турция потерпела поражение в Первой мировой войне, она не успела, то есть несколько отрядов там зашли в Дагестан, и буквально уже в декабре 1918 года они отводят их назад. И вместо турков приходит как раз сторонник единой неделимой России Деникин, который объявляет вне закона не только большевиков, но и Горскую республику, которые совершенно ничем не связаны были с большевиками. Вот в частности Пшемахо Коцев начинает переговоры с Англией, которая покровительствовала Деникину. Он доносит до них, что у нас устоявшееся государство, Турция нас признала уже, ну, вернее, во всяком случае, оказывает нам поддержку. Но как-то на англичан, видимо, это особо не действовало, потому что Турция и Англия находились во враждебных отношениях. По итогу что происходит? Деникин захватывает Кабарду, захватывает Осетию. В Чечне ему оказывается очень сильное сопротивление, но в итоге Чечню захватывает, и все деятели Горской республики вынуждены в начале 19 года, там в мае 19 года, переместиться в Закавказье. Перед этим Пшемахо Коцев успел объявить о вхождении Горской республики в состав Азербайджана, ну, надеясь, что Азербайджан поддержит. Но этому как бы не успелось это осуществиться. И вот они перебрались в Тбилиси. И вот что интересно, самое интересное, что когда деникинцы оккупировали Северный Кавказ, Грузия, по идее, тоже была как бы в плохих отношениях с Деникиным. И горцы Северного Кавказа просили у Грузии помощи, чтобы она им помогла в борьбе вот с этой белой гвардией. Но Грузия, испытывая неприязнь к Деникину, при этом не захотела помочь горцам Кавказа. Потому что она понимала, что Горская республика будет претендовать на Южную Осетию и на Абхазию. А грузины этого никак, ну, очень этого боялись. Вот. И поэтому они не поддерживали ни тех, ни тех. Вот. И когда уже в Чечне, в Дагестане там начались восстания, и уже и в Осетии тоже, все-таки там тоже на Украине, в Москве деникинцы потерпели поражение, и постепенно они стали отступать. Не стали отступать с Северного Кавказа. И что мы видим? С марта по ноябрь 1920 года появилось 2 горские республики. 2. Одну провозгласили большевики, она называлась Горская автономная Советская Социалистическая Республика, ГССР. В нее входила Кабарда, Осетия, Чечено-Ингушетия
И Карачай, ну, то Карачай был как сказать, под вопросом. Но туда не входила Абхазия, туда не входила Южная Осетия. А вот та Горская республика, которая объявила 11 мая 1919 года о своей независимости, о полной государственной независимости, и независимость которой признала Турция, кстати, она объявила о том, что в ее состав входит и Абхазия, и Южная Осетия. И вот этот меджлис, он находился в Тбилиси, при том, что у них с грузинами были очень, ну так, спорные отношения. И зная, уже понимая, что вот-вот большевики захватят Грузию, к тому моменту Ахмед и Пшемахо уже считались врагами советской власти. И зная об этом, они ушли в Турцию. То есть сначала в Трабзон, там упоминается вот, Ибрагим Гергиев, который помог им вот, в этой транспортировке, так сказать. Ну и, в общем, с этого момента уже начинается период иммиграции. Все, полностью Кавказ был захвачен большевиками. Как ты знаешь, Южная Осетия была включена в состав Грузии как автономная область. Абхазии изначально был предоставлен статус союзной республики, не автономной, а союзной. Абхазы молодцы, они сумели добиться суверенитета. Даже есть такая известная как бы, результат переговоров Орджоникидзе с абхазами, когда Орджоникидзе сказал, что ну, из-за того, что раны, которые грузины нанесли абхазам, еще слишком свежи, поэтому мы не будем требовать от абхазов вхождения в состав Грузии. Но был такой заключен договор, как сказать, о договорном статусе вхождения Абхазии в Закавказскую Федеративную Республику. А вот южные осетины не смогли этого отстоять. Хотя, на самом деле, ущерб, который грузины в 2020 году принесли Южной Осетии, был намного больше. По сути, была этническая чистка и геноцид южных осетин, потому что в 2020 году Жордания через своего палача Джугели, который, кстати, и в Абхазии тоже там, захватывал, разгонял Национальный совет, вот этот Джугели осуществил, по сути, геноцид южных осетин. Они были изгнаны большей частью на север. И только когда большевики захватили Грузию, эти беженцы стали возвращаться. Ну, возвращаясь к нашему герою, Ахмед Саликов поселился изначально в Чехии, в Праге. Там они как раз вот с тем же Пшемахо Косовым организовали такую организацию «Вольный горец», или там по-разному там говорится, Народно-демократическая партия Кавказа. Они еще пытались там поднимать горцев на восстание, там, чтобы они участвовали в восстании Врангеля, который засылал десант и в Абхазию, и в Краснодарский край. Ну, там в Дагестане еще был Нажмудин Гоцинский, который до 1925 года пытался поднимать восстание. Но так или иначе, все это уже не находило поддержки в народе, потому что народ очень сильно устал. Народ был разорен, народ хотел мира, хотел похоронить своих мертвых, хотел жить обычной жизнью. Вот. Устали как бы от войны, все было разорено. И хотелось вот уже жить как бы по-человечески. А этот хаос продолжался уже ну, как-никак, ну, практически там 3, 4, 5 лет. Вот так продолжалось, это долго. Это очень затянулось. И не то, чтобы, конечно, горцы были довольны большевистской властью, но они уже так с надеждой, что, может быть, все-таки большевики образумятся, и как-то все-таки все станет более-менее терпимо. Все сошло на нет. Ну и наш герой, конечно, Ахмед Саликов, потом из Праги перебрался в Варшаву, собственно, где он еще продолжал участвовать в издании журналов, посвященных Северному Кавказу. Там он дописал в Варшаве уже свое произведение, собственно, вот, которое известное «Брат на брата», самое его известное произведение. Оно в Осетии стало известно уже намного позже. В 1988 году его впервые опубликовал Шамиль Джикаев, там, в журнале «Махдук», какие-то отрывки. Вот. А до этого мы даже как бы и не знали, в Осетии не знали об этом произведении. Умер Ахмед
2 сентября 1928 года. Похоронен он был на татарском кладбище в Варшаве. Вот. Участвовал там в его похоронах Ибрагим Чуликов, чеченец, ну и ряд еще там, немного на самом деле уже оказалось в тот момент. Вот доживал он остаток своей жизни, такой, по сути, ну, если не сказать в нищете, то в бедности. Вот. И, по сути, уже болел очень часто, вот, в таком очень трудном состоянии, можно сказать, покинул этот мир, но не сломлен. У него была надежда на то, что рано или поздно все-таки кавказцы объединятся вновь. Вот как ты зачитала в самом начале это прекрасное стихотворение, что кавказцы, как орлы, вспомнят, что дети с одного гнезда и преодолеют свои разногласия, и все-таки вот возобновят тот самый союз, который в 1989 году, это уже наше время, наверное, когда мы с тобой только родились, вот опять также уже Муса Санибов и деятели Осетии, Дагестана, Чечни, в Абхазии, именно в Абхазии был организован первый съезд Конфедерации горских народов Кавказа. Вот. Я думаю, можно сказать, если бы Ахмед видел эту организацию, то я думаю, он был бы очень рад. Но, как ты знаешь, эта организация тоже недолго она пробыла. В 1993 году она, по сути, прекратила свое существование, но она послужила огромной цели. Она помогла выиграть абхазскому народу вашу священную отечественную войну против грузинского фашизма. Вот. И в этом смысле она, конечно, выполнила свою роль. И ты знаешь, и кабардинцы, и чеченцы, и, конечно, осетины, вот особенно с Южной Осетии, отряд Алана Джоева, Валерия Хубулова и, конечно же, с Северной Осетии Бимбулата Дзуцева, они с большим рвением сражались за абхазский народ, так как понимали, что если не выстоит Абхазия, то следующий удар будет по Южной Осетии. Вот. И это четкое понимание у нас есть до сих пор, что судьба Южной Осетии и Абхазии, она неразрывно связана. Вот на этом, я думаю, можно закончить наш рассказ. Не знаю, может, он получился слишком долгий, но... Тебе спасибо большое. И тебе спасибо за то, что ты организовала такой рассказ.